утро всем и добро пожаловать в очередной влог и неделю со мной на раскопках. И сегодня у нас очень интересный и, наверное, необычный день, потому что я на весь день остаюсь в хостеле, и со мной ничего не случилось, просто сегодня меня переносят на другой сайт. Звучит странно, но, в общем, я начинаю работать над другим сайтом сегодня, который называется вот так вот. Я потом вставлю название, потому что я без понятия, как это произносится. Вот. Этот сайт находится на совершенно противоположном конце острова, не в том, где мы работали до этого, и который я вам показывала в предыдущих видео. На этом сайте есть поселение Мезолита, то есть намного более раннее поселение, чем то, которое мы раскапывали в предыдущих видео. И вот сегодня я начинаю работу над ним, но вот с этого сайта это совершенно другой тип раскопок по сравнению с тем, что мы уже делали. И вот с этого сайта приходят самплы каждый день, самплы земли, то есть вот с того места, где раскапывали, там с каждого вот такого квадратика берут самплы земли вместе с камушками, вместе с потенциальными находками и приносят в хостел, чтобы здесь их уже рассматривали, обрабатывали, отсеивали. И вот этим сегодня я буду заниматься вместе со своим однокурсником. Поэтому на весь день я просто остаюсь в хостеле, никуда не еду, но я все равно оделась, как я одеваюсь обычно, чтобы не запачкаться, потому что, мне кажется, там будет много земли и все такое. Вот. Ну да, мне нужно будет сейчас только позавтракать, и я, можно сказать, уже готова. Мне не нужно надевать миллион слоев от клещей, мне не нужно намазывать тонны солнцезащитного крема, потому что, ну, смотрите, я уже, кстати, загорела, неплохо так. Мне не нужно будет паковать с собой ланч, потому что у меня здесь комната рядом, я могу в любой момент согреть свои супы, которые я сюда привезла. Ну, в общем, да, сегодня будет такой более-менее расслабленный день, в том плане, что не будет трудной работы, мне не нужно будет никуда ехать, поэтому... Но я вам все обязательно покажу. Не думаю, что там будет прям много чего показывать, но я засниму то, что мы будем делать все равно. Вот, поэтому, да, приятного просмотра. Будем этим заниматься где-то вот здесь, на кухне. Поэтому я приготовила себе водичку, кофе, который я прилила на себя. Еще у нас вот такие вот подносы с самплами, и нам нужно будет их рассортировать на мелкие останки костей, угля, кожуры от орехов и прочие мелкие артефакты, которые могут позже быть полезны. Здесь подготовлены несколько столов, где мы это все будем рассортировать. И здесь рядом кухня, поэтому далеко за едой идти не надо. Вот здесь вот разные виды останков. То есть здесь вот кости, хейзелнат, это лесной орех, да? И уголь, coarse stone и chipped stone. Это все будет рассортировываться через такое сито с дырочками по 2 или 4 миллиметра. Да, вот такие вот, например, здесь есть останки. Я честно не знаю, как это сказать по-русски. Флинт. На английском это флинт. Я, если найду перевод, вставлю его куда-нибудь вот сюда. Это, в общем, что-то вроде оружия труда в мезолите. Вот пример костей, которые я нашла. Очень много флинтов и угля с орехами. Наш перерыв на чай. Да? Этим мы занимались весь день, но иногда бездельничали.
потом отмывали все крупные находки. Здесь есть такие аквариумы, и тут вот крабик. И сейчас мы будем работать вот здесь. Называется wet sieving, то есть находить вот такие вот маленькие кусочки растений и угля через вот такие сито. Вот, и вот так вот отсеивать их. Всем доброе утро. Я уже в пути, я не успела заснять утром в хостеле. Сегодня мы идем на вот этот сайт, про который я говорила вчера. Остатки, ну, точнее, почву, которую мы вчера разбирали. Сегодня мы идем туда. Вот я немножечко в джунглях. Еще несу с собой эти вот сапоги непромокаемые, потому что мы будем отсеивать некоторые вещи, стоя в воде, поэтому мне пригодится. Вот, а здесь мы идем просто в каких-то непроходимых джунглях. Я сейчас это все покажу. Это срочное включение от Малики из будущего. В общем, тот сайт, на который я ходила в тот день, нельзя выкладывать в интернет. В общем, из-за тех, кто владеет этой землей, они против этого. Поэтому я еще раз уточню у своего профессора, что именно я могу выкладывать, потому что я записала некоторые вещи из палатки. Вот, и я спрошу, что я могу выложить, а что нет, но, к сожалению, вся информация этого дня будет потеряна. Ну, в смысле, не потеряна, но я не смогу ее выложить, но я постараюсь что-нибудь про это рассказать. Сейчас мы измеряем положение находок вот таких вот камушков, которые, скорее всего, используются как орудие труда. И вот здесь вот такой вот измерительный шест. А вон там камера, которая измеряет уровень, на котором они были найдены. Я сейчас стою в мягкой обуви, потому что нельзя ничего здесь случайно разрушить в таком вот сайте, которая медленно раскапывается вниз, чтобы выявить уровни почвы и находки. Здесь, кстати, был костер в мезолите, и его тоже раскапывают, чтобы тоже что-то понять. Я не знаю, я здесь первый день и вообще не очень понимаю, что происходит. Я больше понимала предыдущий сайт, на котором была, но здесь тоже интересно, потому что, например, вот такой вот уровни мы там не делали. Это все нужно занести на вот такой план, где вот эти вот находки, которые сейчас я показала внутри тренча, я не знаю, как это сказать. И нужно нанести их уровень, высоту над уровнем моря на вот такой план. И потом мы взяли вот эти камушки и положили обратно в коробку, чтобы потом отнести их в хостел. Have you ever had the pterodactyl joke? No. It's like, why can't you hear a pterodactyl go to the loo? Why? Because the P is silent. А вечером мы пошли в соседний паб и увидели, как играет местная шотландская группа. What festival is it?
На следующий день у нас был выходной, и я провела весь день на пляже. Всем привет! И сегодня мы начинаем новый день. Я возвращаюсь на свой старый любимый сайт, на котором мы были в самом начале, Олиста. И сегодня мы начинаем копать болото, по-моему. В общем, это будет новая техника, новый навык, которому сегодня научимся. Я пока не понимаю до конца, что это. Но это будет в таком вот болоте, что-то типа того. Вот. И там мы будем вплоть до обеда. Поэтому, да. Я постараюсь это заснять, потому что говорят, что там очень сложная дорога, очень сложная техника. Но я буду записывать все, что я могу. Вот. Но мы возвращаемся туда, где были. Вот. И, если честно, я очень соскучилась по этому сайту. Собираемся идти на это болото. И сапоги, непромокаемые резиновые сапоги, куртки с длинными рукавами. И даже взяла свой шарф, чтобы никто на меня не сел, никакие насекомые меня не ужалили. Вот, мы идем где-то на пару часов туда, потому что дорога занимает около 20 минут, 20-30 минут. Вот. И мы будем, получается, честно, я не знаю, как это сказать по-русски, но мы будем, в общем, копать внутрь земли, но такой длинной палкой, которая будет собирать как бы землю с 10 метров глубиной. То есть как бы торфить вниз вроде как. Я не знаю, честно, как это перевести, но я постараюсь это все снять. Я беру свой трипод и попробую что-нибудь снять. В общем, дорога предстоит сложная, поэтому не знаю, буду ли снимать в дороге, чтобы не сломать себе лодыжку. Но как приду, все сниму. Выбрав место на болоте, с помощью вот такого специального приспособления мы взяли сампл из земли глубиной примерно 10 метров. Этот сампл поможет археологам изучить климат и флору местности в хронологическом порядке, в зависимости от глубины сампла. Ну что, я выжила в этом походе по болоту. И мы пришли на наш обед. И продолжим работать здесь, в тех местах, которые вы уже видели. Я буду показывать. Сейчас работа уже намного продвинулась, пока вот эти все 3 дня мы были на другом сайте. Вот, поэтому я пойду посмотрю, что там изменилось, чем они занимались все это время. Мне интересно, потому что мне кажется, что я очень много всего пропустила здесь. Мы сидим в палатке, потому что там очень жарко. Вот. Я кушаю яблочки. Сейчас у нас небольшая сессия по записыванию контекста и вообще любых находок с сайта.
К счастью, это будет в палатке, потому что очень жарко на улице, и выживаем как можем. Я здесь чуть не уснула на обеденном перерыве. Вот, поэтому, да, пока на несколько десятков минут мы останемся здесь. Здесь у нас есть такие карточки для заполнения контекста с встречей, которую мы копаем. Всем привет! И простите за такую резкую смену обстановки. В общем, мне стало немного плохо на сайте, потому что было очень жарко, и я додумалась надеть очень теплую куртку с длинными рукавами, потому что нам сказали надеть что-то с длинными рукавами, но я почему-то решила первым делом надеть куртку с мехом. В общем, и я очень сильно перегрелась, потому что сегодня было невероятно жарко, и солнце вообще светило постоянно, то есть не уходило за облака, не было никакой тени, и вот так я провела несколько часов на открытом солнце в очень теплой куртке, и я перегрелась. Мне кажется, это был такой легкий тепловой удар, ну или начало теплового удара, но я вовремя это поняла и отошла в сторонку в эту палатку, вот, и начала очень много пить воды, ну, в общем, приняла все нужные меры. Сейчас у меня все хорошо, но поэтому больше там я не снимала, потому что, ну, я в основном больше ничем не занималась. Там оставался час всего до того, как мы уезжали, вот. Но потом я отлежалась в кровати, поела, очень хорошо поела, выпила очень много воды. И, ну, в общем, да. Stay hydrated, как говорится. А мы, наверное, вернемся уже в следующий день.